Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Кофе. Гадание на кофейной гуще по-турецки. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо вам за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что спешит, что стучит, что случится скоро? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте будем смотреть, что же нам расскажет чашечка. Так, вот это интересно. Сразу же, вот смотрите, на ручке у нас очень много рисунков. И эти все рисунки говорят о вас. Смотрите, здесь даже профиль человека, видите, вышел. Во-первых, ждите двух возвращенцев. Два человека из вашего прошлого вернутся в вашу жизнь, чтобы в ней остаться. Может быть, между вами было расстояние времени, либо обстоятельств. В любом случае, эти люди возвращаются. Вы о них не забывали, они также о вас не забывали. Если у кого-то были какие-то конфликтные ситуации, спорные ситуации, вот знаете, как все бывает в жизни, да? Здесь будет примирение. Причем примирение будет обоюдное. И вы к этим людям потянетесь, и они к вам потянутся. То есть встретитесь, пообнимаетесь, может быть, вплохнете, пообещаете, что больше никогда не расстанетесь, и все у вас будет хорошо. Здесь идет для вас радость, здесь идет для вас душевное какое-то спокойствие, гармония какая-то воцарится в вашем сердечке. То есть, возможно, вы постоянно смотрели на этих людей, наблюдали издалека, переживали, да, за этих людей. Теперь они будут с вами рядом, теперь они будут на расстоянии просто вытянутой руки. И вас ждет новый этап, новый период и в отношениях, и в вашей жизни. Так. У кого долги, у кого кредиты, долги, мои дорогие, здесь вам человек поможет решить этот вопрос. Заплатит ли за вас, либо даст вам какие-то дельные, нужные советы. У кого-то будет так, у кого-то по-другому. Но в любом случае через какого-то человека, умного человека, высокого человека, при звании, при положении, при статусе у вас идет разрешение этой сложной ситуации. Если же ваша проблема заключалась в том, что вы хотели бы взять, например, в долг, кредит, и вам не давали по каким-то причинам, то же самое. Вот очень хороший, квалифицированный человек вам поможет решить ваш вопрос. И знаете, как получится, да? Он человек какой-то особенный, какой-то прям такой титулованный, статусный, а вы случайно с этим человеком, да, как судьба вас сведет с этим человеком, что вы потом еще будете удивляться, вот как так, да, я именно к этому человеку попала, и этот человек мне оказал вот такую прекрасную помощь. Если вы хотели, либо думаете о покупке какой-то недвижимости, да, какой-то, может быть, земли, то есть какая-то очень большая, серьезная покупка, на которую требуются, прям такие грандиозные деньги, не спешите. Смотрите, как я вижу. В одну сторону вы посмотрите, там как-то будет очень дорого, да, такая сумма прям неподъемная. Но стоит вам немножечко отклониться, да, и посмотреть, буквально там, я не знаю, тут получается направо, да, и вы увидите не менее достойное предложение по очень хорошей цене, да. Для вас это будет самый лучший вариант. Вы и купить сможете, еще и денег сэкономите. И знаете, вот то место, либо то жилье, либо та земля, она какая-то благодатная. То есть там место очень хорошее. Вы будете очень довольны и очень рады этой ситуации. Так, если вы думаете о какой-то продаже, например, да, вы хотели бы продать, продажа состоится, приедет человек издалека. Этот человек либо не местный, либо вот он откуда-то издалека к вам едет, чтобы эту сделку совершить. Человек честный, открытый и человек вот прям как судьбой посланный, да, чтобы ваше дело наконец-таки решилось. Так, здесь у нас новый путь. Новый путь идет, и вот ангел вас ведет в новый путь. Так. Знаете, вот как хотите. Вот у меня такое впечатление по этому блюдцу, что вам какой-то знак будет. Знак, либо явление, либо какое-то чудо произойдет в вашей жизни. Знаете, вот вас... тут волшебный пинок какой-то прям идет, да, где-то вы блуждаете в своих мыслях, либо в каких-то своих желаниях, в своих поступках. Вас высшие силы, вот лично ваш ангел-хранитель просто вытолкнет
вытолкнет в правильный путь, в правильное начинание. Если будут происходить какие-то странные вещи, не зацикливайтесь, просто принимайте. Вы знаете, такое впечатление, что пришло время для каких-то серьезных, грандиозных перемен в вашей жизни. Эти перемены, они долго уже стояли у вашего порога, просились, а вы все от них отмахивались. А вот теперь сама судьба вас заставляет жить по-новому, смотреть по-другому, быть более открытым человеком и не упускать того, что вам в судьбу, да, вот прописано, что вы должны были встретить. Знаете, вот как-то вы долго что-то вы сопротивлялись, у кого-то очень много переживаний было, вот и по личной жизни я вижу много переживаний, но тем не менее, знаете, вот выход есть, вы его найдете, у вас новый путь открывается, как хотите. Все поделится на черное, на белое. Вы долго шли в темноте, по темной дорожке. Теперь ваш путь очень светлый, очень открытый, и он чистый. У кого-то прям, да, жизнь начнется с чистого листа, да, мои милые. Очень хорошие перемены, очень. Главное, им не сопротивляйтесь. Вы, поверьте, вы готовы. Вы готовы к тому, чтобы ваша жизнь менялась. Так. Ну вот оно, обретение. Смотрите, вы идете в новый путь. Кто-то будет преображаться. Знаете, кто-то прямо и похудеть может, и похорошеть, и что-то вот с собой такое вот прям и снаружи, и снутри сделать. Знаете, вот такое впечатление, что идет оздоровление. Оздоровление, пересмотр каких-то жизненных позиций, каких-то взглядов. Знаете, вот однозначно могу сказать, что здесь идет опыт. Опыт, который вы насобирали, и наконец-таки, вы знаете, как драгоценности какие-то, вы будете этим пользоваться, вы будете свой опыт носить с собой, на себе, и будете не только сами этим пользоваться, но и направо и налево раздавать очень хорошие, добрые советы. К вам сразу потянутся люди, сразу. Они и так к вам тянутся, но вы немножечко такой человек закрытый, да, вот вы, может быть, сложно идете на контакт, может быть, вы и дружелюбный человек, да, но не навязчивый, да, то есть как бы для вас страшно там быть навязчивым человеком. Здесь вы полностью перемените свое отношение. У вас какая-то вот возможность появится, либо вы себя найдете в каком-то разговорном жанре. То есть тут идет коммуникация, общение, разговоры, причем по большей части ваши, вас слушают, вы как гуру выступаете, как знаток, как человек, профессионал, который умеет правильно подать информацию, выслушать, помочь, дать наставление. Вот этот момент очень ярко здесь прописан. Так, еще смотрите, есть два сильных человека, которые будут за вас драться, либо вас делить. Это вот связано, скорее всего, либо с работой, либо с отношениями. То есть два сильных человека. Один к вам ручки тянет, и второй вас чем-то приманивает. То есть будете чувствовать себя ценным призом. Ну что тут скажешь, да? Вот такое ощущение будет. Слушайте, никого не выбирайте, ни право, ни лево, ни одного, ни второго. Не выбирайте между людьми. Попытайтесь и там успеть. У вас получится. Да, говорят, что нельзя усидеть на двух стульях, но это не ваша ситуация. У вас получится. Особенно у вас получится. Вы знаете, у вас все-таки два пути. Два каких-то разных начала. Но результат какой-то общий. Вот результат, да. Смотрите, страхи есть какие-то. Страхи у кого-то за вас. Кто-то за вас очень сильно переживает, кто-то очень сильно хотел бы, может быть, вас защитить, либо вот человек считает, что вы заблуждаетесь, что вам нужно чем-то помочь, подсказать. Человек от доброго сердца это все делает, но с другой стороны, человек про вас очень мало знает, да, либо чего-то вот прям даже в голову прийти не может относительно вас. Здесь разговор будет какой-то по душам, причем, возможно, даже не один, придется, может быть, даже этого человека убедить в том, что вам не нужны покровители, что вам не нужны защитники, что вы сами кого угодно можете защитить. Но вам будет очень приятно, что за вас вот так переживают таким образом. Так, смотрите, на работе. Вот кто-то думает, может быть, мне еще куда-то пойти, да, может быть, мне еще где-то там себе денежку раздобыть.
Мои дорогие, здесь я вижу, что вам вот как будто бы по новым каким-то работам, местам, на которые вы думаете, вам туда путь закрыт. Вам откроется путь изнутри. Смотрите, вы деньги будете зарабатывать тем, что вы умеете, да, каким-то своим внутренним состоянием, талантом, либо своей какой-то внутренней способностью. То есть здесь идет дополнительный источник из своего таланта, но этот дополнительный источник со временем затмит ваш основной, понимаете? То есть вы себя еще реализуете, причем реализуете очень ярко, вам целый путь открыт, понимаете? И то, что вы будете продавать, да, либо что вот вы будете реализовать, это у вас внутри находится. То есть это ваш талант, ваша какая-то способность, которая дремлет, которую еще нужно разбудить. Но кто-то уже чувствует, да, вот прям позыв, да, что хочу заниматься тем, либо мне то нравится, это мне нравится. Занимайтесь. Ваша интуиция вас никогда не обманывает. Она всегда с вами рядом и всегда дает вам хорошие, должные советы. Так, здесь у нас курица вышла. Курица на крест смотрит. Кто-то считает, что вот жизнь какая-то, да, по судьбе вам там, я не знаю, там недополучать, либо получать не совсем то, что ваше. Мои милые, что я хочу сказать? Вот кто мается безденежьем, кто мается без своего угла, все будет, потому что вот эта большая курица, она обещает. Да, ваш путь, он нелегкий, и как будто бы вы в темноте ходите, но тем не менее, вам нужно лишь только попросить. Просите, почаще обращайтесь к высшим силам, они же вас видят, они вас слышат, и совсем вас не понимают. То есть вы живете, мучаетесь, но запросы какие-то у вас не совсем понятные. Вот смотрите, вас даже вот сейчас будут выводить на новый путь. Вы же тоже хотите нового пути, вы же тоже хотите перемен, но вы почему-то бездействуете. Вам может быть страшно, может быть чей-то опыт, чьи-то истории вас напугали, и поэтому вы так себя ведете. Смотрите. Есть человек, за которого вы переживаете, либо о котором вы думаете. Почему-то вы всегда параллели проводите между собой и этим человеком. Этот человек не вы, и вами никогда не станет этот человек. Поэтому не надо равняться на этого человека, не надо пример с него брать. Ваша судьба, она другая. Она отличная от этого человека. Даже если это ваш, например, там муж, либо кто-то из родственников, понимаете? Не смотрите на этого человека. Этот человек сам виноват в том, что в его жизни случилось. У вас ситуация обратная. Вы пострадали за свою доброту, за свою сердечность вы пострадали. Да. Неприятели в вашей жизни были и достаточно серьезные. Да? Люди вас обижали, я это вижу. Но вы же не озлобились? Нет. Почему этот человек тогда так поступает? Не надо смотреть на него и не надо пытаться тащить за собой этого человека. Не надо чувствовать себя обязанной что-то делать для этого человека. У вас своя жизнь, а у этого человека своя. И каждый отвечает за свою жизнь персонально. Вот запомните это. Вам мешает то, что вы тащите этого человека на себе. Отсюда и проблемы у вас, и по здоровью могут быть, и по деньгам. Человек как будто бы вас все время пьет. Да? Вот смотрите, как прям пьет из вас, да. Вот у кого-то, может быть, этот человек какой-то порченный, да, может быть, на нем негатив присутствует, потому что здесь знак Луны и знак горы. Но, опять же таки, это не ваше, это этого человека. Поскольку вы жалеете, поскольку вы участвуете, как будто бы на себя где-то немножечко перетягиваете все эти неприятности. А у этого человека вообще в духе, смотрите, какой лев стоит, то есть дух у него сильный. Этого человека, карма такая, да, ему нужно побороться за себя, постоять за себя и за свое будущее. У него получится. Главное, не мешайте, да, своими добрыми посылами, делами не мешайте. Человек должен выкарабкаться сам из этой ситуации. Так, еще у вас совсем скоро новости будут. Новости будут, причем несколько новостей из разных направлений, от разных людей, по разным обстоятельствам. Но, мои милые, что я хочу сказать? Новости-то будут, но они такие, знаете, их нужно делить на 2, на 3. Не совсем правдивые, что ли, да, либо информация будет немножечко сбитая, либо, может быть, где-то что-то прям там примеси будут в этой информации. Будьте очень бдительны, не позволяйте себя растревожить по пустякам и понимайте, что
Люди говорят, да, язык без костей, можно что угодно наговорить. Вы должны доверять именно интуиции. У вас вот прям вся чашка пропитана тем, что интуиция очень сильная, но вы себя не слышите, либо вы ее в себе блокируете, да, то есть не позволяете до конца воспользоваться теми возможностями, которые вам заложила матушка природа, да. У вас очень сильное, кстати, единение с вашим родом, с природой у вас соединение очень сильное. Вы, кстати, свою энергетику черпаете от природы, от воды в частности. То есть, если чувствуете, что вы устаете, что у вас вот какой-то упадок сил, либо постарайтесь возле воды походить, понаходиться, либо в бассейн сходите, будет замечательно, либо водички, да, водички, можно еще в душ ходить. Вот прямо запомните, что ваша сила, вот кто зашел на эту чашечку, ваша сила, она в воде, ваша энергия, она водная идет. Так. Здесь еще момент того, что женщина вот очень неприятная, которая кого-то беспокоила, либо являлась каким-то, может быть, раздражителем. Эта женщина, она успокоится. У этой женщины что-то произойдет, либо что-то по здоровью, либо какой-то вот ей, может быть, куда-то вот она уезжает, да, на лечение, может быть, санаторий, профилакторий, может быть, в больничку просто отъедет. То есть женщина перестанет вас беспокоить. Знаете, вот у нее как будто бы путь такой идет. Она вот в этом месте побудет, да, и она полностью изменится, подобреет, похорошеет, станет более покладистая. То есть здесь, если это ваша какая-то соседка, какая-то, может быть, родственница, да, то есть у женщины какое-то ощущение ненужности, да, и вот она пытается ходить, там что-то там навязывать свои мысли, свои идеи, там всех воспитывает, всех поучает. Ну, вам тоже, видно, от этой женщины доставалось, не зря она здесь чашки вышла. Мамчушка говорит, что совсем скоро эта ситуация перестанет вас беспокоить, перестанет вас донимать. Но что я хочу сказать, вы еще скучать по этой женщине будете, да. Здесь момент тоже такой есть. Так, если вы собираетесь куда-то ехать к родственникам, к друзьям, к знакомым, вот куда-то в путь, да, может быть, даже за город, либо продолжительное какое-то путешествие, будьте аккуратны в дороге, особенно будьте аккуратны в автомобилях белого цвета. Вам эти автомобили какие-то вот идут немножечко сюрпризом, да. Ну, если есть выбор, там, на каком автомобиле поехать, либо какой автобус там по цвету брать, да, то белый не выбирайте, потому что там может что-то случиться в этой машине, либо в автомобиле, в автобусе. Белые транспортные средства какие-то вот, а если вы будете машину и у вас она белого цвета, то перед поездкой, пожалуйста, проверьте, да, заедьте на техосмотр, там, чтобы вам проверили, посмотрели, что-то там не так, да, вот ремонт чему-то требуется, чтобы у вас дорога прошла без осложнений, лучше перебдеть, да, как говорят. Так, еще, мои дорогие, здесь ключ у нас вышел и цифра 1. Ну, во-первых, тайна какая-то откроется, тайна, которая беспокоила, либо о которой постоянно думали. Это очень такая, знаете, не первой свежести тайна, но тем не менее очень хотелось бы узнать, хотелось бы понять. Благодаря этой тайне вы поймете, что кто-то вам, может быть, что-то перебил, либо из-за кого-то у вас ситуация не случилась, не сложилась. Знаете, вот тайна это раскроется и вам как будто бы силы придаст. Вот силы, уверенности в себе и в своем завтрашнем дне. Мои милые, чашка неплохая, но себя поберегите. Вот как хотите. Не сопротивляйтесь судьбе. Ваша судьба вот плотно возьмется за вас. Ваш ангел-хранитель прям за ручки вас возьмет и поведет туда, к новому пути, к новому начинанию, к тому, что вы заслужили, но от чего так долго отказывались. Я вижу в этой чашке, что вы себя еще обязательно найдете. Вам и улыбки, и счастье, все это по судьбе. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.